最后一丝灵魂。此物非同小可。你悠着点吧，飞船马上要达到光速了。Мы с нетерпением ждем выхода нового сезона аниме «Пожиратель звезд». Да, этого не случилось 8 августа, как многие думали, но все же создатели говорят о скором выходе продолжения. И вот недавно был выпущен весьма любопытный трейлер, который немного приоткрыл то, что будет происходить в новых сериях. Начнем с того, что создатели громко анонсировали аниме, заявив, что нас ждет лучший и самый зрелищный сезон. И действительно, судя по трейлеру, события перенесут нас в необъятный космос. Появится столько новых персонажей. Вот что говорится на официальной странице Weibo. Великолепное звездное небо, огромная вселенная, столкновение технологий и боевого мастерства. Аниме «Пожиратель звезд» получил новое обновление. Давайте посмотрим, как Ло Фэн храбро входит в подземелье звездного поля, как защищается от могущественных врагов из-за пределов космоса. Трейлер очень зрелищный. От высокотехнологичных космических кораблей и зданий до странных существ. Каждая деталь тщательно продумана. Эта вселенная и правда полна чудес. Но как мы говорили в предыдущем видео, Ло Фэн в битве с гигантом погиб, и жизни ни его тела, ни разума нигде не ощущалось. Прежде чем разобрать новый трейлер, давайте узнаем, что же случилось дальше. С жертвой 8 сильнейших воинов Земли человечеству удалось преодолеть катастрофу. Хун и Лэй были в глубокой коме, в то время как их сердца все еще бились. Все уцелевшие города планеты провели свои парады в честь 8 героев, выражая свою благодарность и уважение. Люди также оплакивали смерть Ло Фэна. Он был самым младшим среди 8, а также самым гениальным и талантливым. Ему было всего 22 года. Многие люди знали, что с таким талантом он мог бы стать сильнее даже главы Хуна. Жена Ло Фэна Сюйсинь страдала больше остальных, к тому же она была беременна. После родов Сюйсинь надела свадебное платье и решила покончить жизнь самоубийством, но была спасена. Ло Фэн и правда, убив золотого рогатого зверя, тоже умирает, но ему удается перенести свою душу в ядро гиганта и завладеть телом. Ло Фэну требуется около 2,5 лет, чтобы восстановиться. Вот что происходило внутри тела золотого гиганта. Ядро зверя. Этот хрустальный шар, наполненный золотой гравировкой, стал слегка светиться. Ло Фэн разговаривал с Бабата и спросил, как долго это займет для него, чтобы быть в состоянии полностью контролировать тело зверя. «Не беспокойся, будь терпелив, это очень долгий процесс», — сказала Бабата. Ло Фэн никогда не думал, что выживет. 3 дня назад, когда он рисковал всем, чтобы напасть на зверя, он осознал, что защита гиганта была слишком сильна, и тогда его собственная духовная планета была готова сгореть. Ло Фэн был благодарен за технику его учителя, которая сохранила ему жизнь. В то время как его собственная плоть и сознание рассыпалось, и ему некуда было возвращаться, единственным выходом было перенестись в ядро гиганта. И Бабата тоже была связана с Ло Фэном посредством духовной связи. Душа является основой. Все сокровища во Вселенной обычно полагаются на отпечаток души. Спустя 16 дней тяжелой работы, Ло Фэн наконец смог немного научиться управлять новым телом. На дне Тихого океана большой золотой зверь, который почти привел к катастрофе человечества, сейчас плавал. Ло Фэн, поздравляю! Бабата тоже была очень взволнована. Это было почти как собственное тело Ло Фэна. Вдруг очень большое количество воспоминаний хлынуло в его разум. Древнее поколение за поколением золотого рогатого зверя. Унаследованные воспоминания появлялись в его голове. Картины, заполненные воспоминаниями, проносились быстро. Большой объем информации стал заполнять его разум. Ло Фэн почувствовал головную боль. Очевидно, что скорость принятия воспоминаний достигла предела его души. И это продолжалось 16 дней. Все воспоминания и знания гиганта теперь были у Ло Фэна. Среди этой информации были и могущественные навыки и техники. Знания обучения золотого рогатого зверя, 18 специальных техник, которые он мог тренировать, 3199 обычных техник, космический зверь и некоторая другая информация, люди и их многочисленные расы, контроллеры, иллюзионисты, мастера зверей, охотники, бойцы, существа из плоти и крови. Кроме людей и космического зверя были еще монстры, черви и другие. О каждой расе был большой объем информации. Помимо рас из плоти и крови были расы из металла, автоматоны и другие. Были также каменные расы, расы души, расы растений. Ло Фэн, ты сорвал куш. У тебя на самом деле столько ценной информации в твоих воспоминаниях. Бабата пробежала по организованной информации Ло Фэна и была шокирована. Даже твой учитель, проживший 60 миллионов лет, никогда не смог бы собрать столько информации, сколько есть у тебя.
Да, в новом сезоне начнется новая сюжетная арка. Если ранее Лофен и другие должны были иметь дело с одним золотым гигантом первого уровня звезды, то теперь ему придется столкнуться с противником звезды 6 уровня. Лофен действительно не мог вздохнуть с облегчением. Пора Лофену войти во вселенную. Как показано в трейлере, главный герой на космическом корабле впервые прибывает на звезду Тюлунь. В порту, где припаркован космический корабль, он встречает своего первого друга-инопланетянина Гао Шенвейди. После этого Лофен отправится на Марс, который раньше был горнодобывающей базой Империи Инлайн. В итоге Лофен добудет около 9 миллиардов тонн сырья черного железа и еще другие ценные металлы, которые золоторогий гигант должен поглотить, чтобы быстро увеличить свою силу. Сколько же всего интересного нас ждет? Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, интересны ли вам такие космические приключения. Подписывайтесь на канал и всем пока.